Дубай– это арабское чудо, которое всего за 50 лет превратилось из утомленной солнцем пустыни в главный экономический центр. Этот город ассоциируется с роскошью, небоскребами и красивой жизнью. Именно за этим и едут сюда миллионы туристов со всего мира. В Дубае очень много развлечений, как говорится, на любой вкус и цвет. И я предлагаю просмотреть с вами топ самых дорогих и лакшери экскурсионных мест в Дубае, называя при этом среднюю минимальную цену, так как ценообразование в Дубае зависит от многих факторов, таких как наличие напитков или трансфера, сопроводительные различные плюшки, и цена может уходить высоко-высоко в космос. Поэтому в основном я буду называть цену за человека и минимальное время. Большинство из этих мест мы видели, поэтому также я буду стараться делиться личным восприятием, которое, конечно, может не совпадать с чужим мнением. Ну что, поехали? Или, как в Дубае будет более актуально, полетели! Дубай изначально строился как город далеко не для бедных. И основная часть развлечений здесь рассчитана на то, чтобы вы любовались всей красотой и размахом города с высоты птичьего полета. Им же нужно похвастаться тем, что они так долго и дорого насыпали, возводили и строили. Поэтому и самые популярные здесь развлечения связаны тем или иным образом с полетами. Самым популярным развлечением и самым неоднозначным, на мой взгляд, является вертолет. Объясню почему. Во-первых, это цена. Она стартует от $170 за человека за 4 минуты полета. Да, это очень мало, так как только на взлет и посадку у вас уходит примерно 1,5 минуты. Во-вторых, там все поставлено на такой конвейер, что, отдав приличные деньги за всю семью, у вас не будет толком времени даже сфотографировать всех у вертолета. И самый мой любимый пункт – это рассадка. Вертолеты бывают нескольких видов, и рассадка там может быть по типу 4+1, 4+2 или 5+1. Так вот, внутри пассажиров рассаживают согласно весу для равновесия и безопасности. И может так стать, что вас посадят в серединку, без доступа к окошку. На мой взгляд, это вообще печалька. И вы не можете на это абсолютно никак повлиять. Только место возле пилота можно заранее выкупать, конечно, за приличную дополнительную плату. Об этом факте, к сожалению, мало кто говорит из гидов, поэтому я прям за правду и за то, чтобы вы ехали с правильными ожиданиями и правильно подготовленными. А вот где у вас будет гарантировано окошко, это Севинкс, гидроплан на 9 посадочных мест. На мой взгляд, сравнивать его с вертолетом, конечно, не совсем корректно, но у меня нет ни одного знакомого, которому бы не понравился Севинкс. Во-первых, здесь чуть дольше полетные программы, и по цене получится даже чуть бюджетнее, чем на хеликоптере. 20 минут полета стоит порядка $250, а за 45 минут придется отдать по $400 с человека. А вот в приват-аренду его можно взять всего за $3,2 тысячи. У меня особое теплое отношение к свингу, так как в нем я сделала предложение супругу. Да и вообще, взлет и посадка на воду, как по мне, очень крутое мероприятие. Приятным бонусом будет хороший сервис, обслуживание и персонал. Еще одна классная летная компания в Дубае – это Skydive Dubai. Это очень крутая фирма, в которой можно найти от дирижабля, маленьких открытых вертолетиков, аэротрубы до, конечно, прыжка с парашютом. Это самая раскрученная экскурсия в Дубае. Очередь к ним всегда стоит на пару месяцев вперед. В Дубае вот только-только начали появляться высотные смотровые площадки. До этого Пальму Джумейру и город вообще можно было увидеть только с вертолета или прыгнув с парашютом. В Дубае из стандартных парашютных прыжков предлагают два варианта. Первый – это эконом-вариант прыжок в пустыне стоимостью порядка $440 за прыжок в тандеме с инструктором. А на зоне Пальмы прыжок обойдется вам примерно в $580. Если честно, из этих двух локаций, на мой взгляд, однозначно стоит выбирать Пальму. А вот другой вопрос, стоит ли вообще оно этих денег. Еще одна забава от SkyDubai и SkyHub – это хирокоптер, на котором 20 минут полета вам обойдутся примерно в $280.
Еще одна полетная программа – это прогулка на воздушном шаре от supplier Heritage. Это тоже классные ребята с хорошим сервисом. И я вам их еще буду сегодня рекомендовать. Это одна из нечастых компаний в Дубае с европейским менеджментом. Так вот, полетать на шаре у них можно на одной из программ Jeep Safari, конечно, в пустыне, и обойдется это вам порядка $300 за человека. А аренда отдельно шара с корзиной вам обойдется где-то в $3500. Подведя итоги первой части, позволю себе дать несколько советов. Во-первых, все полетки советую брать на первые дни вашего отдыха, так как они очень сильно зависят от погоды, ветра и могут переноситься. Главное, чтобы у вас были дни, на которые их переносить. И второй момент – это правильные ожидания. Основная часть фото и видео в интернете – это, конечно, обработанные или фотошоп. Из-за влажности и песчаных бурь они такими яркими и четкими быть практически не могут. Дубай – это наглядный пример человеческих возможностей. Высокоскоростное метро, насыпные архипелаги, высотки, уходящие в небо, современные технологии – да, здесь вы практически не увидите исторических и мест культурных наследий. Это город только современности и порой даже будущего. Поэтому здесь постоянно придумывают что-то новое и удивительное. И, конечно, это относится к кулинарии и гастрономии. Самые именитые повара, звезды Мишлена, высокая кухня, рестораны под землей и выше облаков. Все это и даже больше можно увидеть в Дубае. И первое место, с которым я хочу начать вас знакомить, это знакомая уже площадка Skydive Dubai, на которой располагается импровизированный ресторан, находящийся на специально сконструированной платформе, которая с помощью крана поднимает на 50 метров в высоту. Ресторан называется Dinner in the Sky, то есть ужин в небе. И он действительно оправдывает свое название. После инструктажа вас пристегивают ремнями безопасности к креслам и поднимают вверх. И такой ужин вам обойдется примерно в $220 с человека. Хочется отметить, что престижный ресторанный гид Мишлен признал Дубай одним из самых популярных гастрономических направлений в мире. В Эмирате представлено множество инновационных ресторанов, где по-новому переосмысливают местную и интернациональную кухню, а также предлагают экспериментальные блюда в стиле фьюжн. В Дубае довольно много ресторанов, отмеченных этой наградой, а также в этом году несколько ресторанов впервые получили звезды Мишлен. Вот целых 2 ресторана с 2 звездами Мишлен и довольно широкий выбор ресторанов с 1 звездой Мишлен. Так называемые звезды Мишлен присуждаются только тем ресторанам, которые, по мнению инспекторов, отвечают самым высоким стандартам, а также заслужили признание шеф-поваров и гурманов во всем мире. И первым из списка мишленовских предлагаю вам посмотреть ресторан франко-итальянской кухни Аль-Мунтага, что в переводе с арабского означает «наивысший». Этот ресторан располагается на 27 этаже знаменитого 7-звездочного отеля Бурж-Аль-Араб, откуда открывается потрясающий вид на город. И еще один ресторан, находящийся в Бурж-Аль-Араб, это Аль-Махара, главной достопримечательностью которого является огромный панорамный аквариум, вдоль которого расставлены столики для посетителей. Как написано на официальном сайте, любители морепродуктов просто обязаны посетить этот ресторан. Средний чек в этих ресторанах $300 на человека, учитывая по алкоголю всего 1 бокал шампанского. И еще один ресторан морской кухни, который пользуется большой популярностью у русскоязычных отдыхающих, находится на территории отеля Atlantis The Palm. Вы будете сидеть за столиком под сверкающими люстрами, слушать приятную музыку и любоваться красотой подводного мира. А сам ресторан целых 4 раза получал статус лучшего ресторана морепродуктов в Дубае. В Дубае, если честно, практически каждый второй ресторан или бар имеет средний минимальный чек свыше $200. И панорамные, и высотные, и сетевые, и даже мультисенсорные родом из Ибицы тоже, конечно, арабы не могли обойти стороной. Конечно, они привезли себе также эту модную плюшку, где изображение театрального шоу проецируется на поверхность стены стола.
А меню из 10 блюд, я бы даже сказала блюдечек, вам обойдется всего каких-то $1400 с человека. Здесь так много интересных и необычных мест, что о них можно делать отдельную программу. Но, к сожалению, нам нужно двигаться дальше и переходить к самой дорогой экскурсионной программе Дубая. А резюмируя общепит, скажу пару моментов. Во-первых, во многих ресторанах существует дресс-код, а сервис будет немного отличаться от привычного вам. И, например, если во многих странах мира приветственный коктейль или шампанское подается за счет заведения, то здесь зачастую он вносится в счет отдельно, причем далеко не за минимальную стоимость. Здесь я не буду рассматривать индивидуальные программы аренды яхт, так как их стоимость очень сильно может меняться. А мы с вами рассмотрим довольно стандартные варианты, но немного выше уровня. Самая популярная экскурсия в Дубае – это джип-сафари. Думаю, все, кто здесь был, обязательно ее посетили. Но эту экскурсию вы привыкли видеть вот такой, а они бывают еще вот такими и вот такими. В Объединенных Арабских Эмиратах самой популярной экскурсией является джип-сафари. И неудивительно, ведь кругом пустыня. Поэтому здесь представлены 50 оттенков вариаций этого сафари на разных авто и в разных лагерях, с разным питанием и разным временем покатушек по дюнам, с разным сервисом и разными включенными дополнительными плюшками. Поэтому и порядок цен варьируется от 40 до $200 с человека за программу. Довольно большим спросом у наших пользуется сафари на Хаммер. Стоимость такой поездки будет порядка $140 с человека. По работе я посмотрела довольно много разных компаний и, если честно, не осталась довольна ни одной из них. Возможно, конечно, это мое профессионально предвзятое мнение, так как для фирмы мы подбираем качественный продукт от хороших подрядчиков. Скорее, это вариант больше для понтануться и похвастаться перед своими товарищами, как вы круто смотритесь на фоне Хаммер или как вы рассекаете по дюнам пустыни. А вот делает хорошие и вкусные программы, по моему мнению, это ребята из Heritage, о которых я вам уже сегодня упоминала. Эти программы сделаны действительно для того, чтобы показать ту немногочисленную культуру и красоту страны с оригинальными развлечениями, с хорошими гидами, где вам покажут Эмираты действительно изнутри. Здесь вас прокатят по заповедным зонам, где абсолютно иная природа и атмосфера, и можно даже увидеть ориксов, символа страны. Вас угостят здесь верблюжьим молоком и устрицами, настоящей едой местных бедуинов, обжарят при вас арабику и покажут все варианты охоты. Здесь будет немного иной стиль и культура сафари. Проводят его на современных или ретро-рейндж-роверах, можно даже остаться на ночь в пустыне и полюбоваться звездным небом. Цены здесь начинаются от $170 за программу с человека. Еще одна классная экскурсия на мой вкус – это прогулка на селфбот от Hero. Здесь тоже будет все классно организовано и масса удовольствия. Это одна из немногих морских прогулок в Дубае, которую я вам буду советовать. Это эдакий гибрид джетски и лодки. И крутость ее в том, что вы сами за рулем. И поверьте, это прям супер классно. Она очень устойчивая, и по информации с официального сайта ее невозможно перевернуть. Здесь вы можете быть как вдвоем на лодке и чередоваться рулить, или можете быть с инструктором. Но поверьте, что после небольшого инструктажа все очень легко справляются с этой малышкой. Цены здесь идут от $200 за лодку за полуторачасовую прогулку. Еще одним водным развлечением в Дубае является возможность поплавать с дельфинами. Сделать это можно в нескольких местах, таких как в Дельфинаре или, например, Atlantis The Palm. Различают основные две программы – это Deep and Shallow Water. Программа на мели стоит от $270, а на глубокой воде можно поплавать от $320 за человека. Из дополнительных плюшек есть дайвинг с дельфинами, можно в скафандре прогуляться по дну аквариума, можно поплавать с акулами и много-много чего иного.
Если уж говорить про плавание с акулами, то с этими милахами можно покупаться всего за каких-то $190. Причем платите вы, а не вам. Сделать это можно как в Атлантисе, с малышами побаловаться, так и с более зрелыми зубастыми ребятами в аквариуме Дубай Мола. И заканчивая тему купания, покажу вам еще одну забаву для любителей экстрима и дайвинга. Это 60-метровый, самый глубокий в мире бассейн, который, конечно, занесен в книгу рекордов Гиннесса в Дубае. Кстати, а вы знали о том, что один из представителей, фиксирующих рекорды, давно проживает в Дубае? Потому что здесь чуть ли не каждый день возводят, строят, устанавливают что-нибудь самое-самое в мире. И судье уже давно оформили вид на жительство Эмират, чтобы он не тратил время на поездки туда-обратно. Так вот, поплавать в самом глубоком бассейне стоит уже от $120, а прогулку с инструктором можно заказать от $320. И продолжая тему экстрима, расскажу вам еще о 2 локациях. Первое – это довольно новое развлечение и, пожалуй, уже самое инстаграмное в центре города Skyview Dubai. Здесь вас будут ждать сразу несколько развлечений. Вы можете прокатить свое тельце с 53 на 52 этаж по стеклянному туннелю и, кому не слабо, пройтись вокруг здания со страховкой на высоте 220 метров. Просто подняться на смотровую стоит от $25, а вот пройтись по периметру уже цена идет от $190. И еще одно очередное высотное развлечение в Дубае – это зиплайн, которых целых 2 в городе, в районе Марина и Даунтаун. Прокатиться на высоте 170 метров над небоскребами можно всего за $180. В Дубае еще очень много развлечений, которых не было в списке. Суперкары и 7-звездочные отели, горнолыжка и тусовки, пляжные и яхт-клубы, парки аттракционов и морские прогулки. Все даже невозможно перечислить. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши любимые развлечения в Дубае или то место, где бы вы хотели очень побывать. Ну а мой вам совет и резюме на сегодня – приезжайте в Дубай без каких-либо ожиданий. Тогда вам все понравится. Дубай невероятный. Этот город не перестает меняться и удивлять. И даже те, кто побывал в Эмирате всего 7-10 лет назад, уже не имеют полного права говорить «я видел Дубай», потому как он каждый день готовит новые сюрпризы своим жителям и гостям. Неизменными остаются лишь несколько вещей. Стремление движения города вверх к сияющим звездам и новым рекордам высоты зданий, невероятная архитектура и грандиозность проектов, ошеломительный шопинг, ночная жизнь и развлекательная, и пустыня, в которой вырос этот современный и космополитический центр. Приезжайте сами и увидите все своими глазами. Ну а у меня на сегодня все. До встречи в новой локации. Пока-пока!